Всем привет, друзья! Доброго времени суток! С вами канал Power Device, и я продолжаю серию роликов по смартфонам Realme. На этот раз я хочу рассказать вам о некоторых обновлениях, которые уже можно установить на ваши смартфоны. Обновления будут касаться некоторых приложений. Сейчас все расскажу и покажу. Итак, друзья, все эти обновления я уже протестировал на своих смартфонах Realme, для того, чтобы рассказать вам об их изменениях и вообще, стоит ли вам их устанавливать на свои смартфоны. Первое обновление под номером 13.7.8. Это обновление касается моих файлов. Давайте его установим. Сейчас я установил это обновление на свой Realme GT Neo 3T. На нем находится оболочка Realme UI 4.0 бета-версия. Все эти обновления подойдут как под бетку, так и под обычную стандартную версию. Также именно это обновление я тестировал на своем Realme 10. Оно сюда тоже подходит. А здесь установлена оболочка Realme UI 3.0 и 12 Android. Итак, зайдем в мои файлы. Друзья, сразу скажу, что это обновление моих файлов в основном несет исправление ошибок и багов, но все же здесь добавили две маленькие функции. После установки обновления нажмите три точки «Настройки». Здесь появляется новый пункт управления функциями. В этом пункте можно отключать очистку памяти. Очистка памяти у нас была на главном экране, вот в этой области. Видимо, Realme посчитали, что для кого-то будет удобным отключение этой кнопки. Сейчас включу ее обратно. Если на нее нажать, то появляется очистка памяти. Та же самая очистка памяти происходит через диспетчер телефона. Это она. Также, друзья, смотрите, что я обнаружил. На моем Realme GT Neo 3T, где установлена Realme UI 4.0, в наших файлах есть внизу личный сейф. Если нажать три точки «Настройки», показывать ярлык на личный сейф. Снимаем эту галочку. Отсюда пропадает папка личного сейфа, то есть его можно скрыть. Но вот смотрите, что примечательно. На моем Realme 10 я также обновил мои файлы. Здесь внизу как не было, так и нет личного сейфа. Нажимаю три точки «Настройки». Слева на Realme GT Neo 3T есть такая галочка «Показывать ярлык на личный сейф», а вот на Realme 10 он не появился. Зато в управлении функциями также появилось «Скрыть очистку памяти». Но к слову скажу, что на Realme 10, конечно же, есть этот сейф. Нужно зайти в настройки, написать сейф. Он находится в настройках конфиденциальности, личный сейф. Это то же самое, что на Realme GT Neo 3T. Конечно, мне абсолютно непонятно, почему они не сделали такой же личный сейф в моих файлах на Realme 10. Это было бы гораздо удобнее. Итак, друзья, идем дальше. Перейдем к обновлению обоев под номером 13.0.46. Смотрите, пока я не буду устанавливать это обновление, зайду в настройки, обои и стили, обои. Здесь у нас есть 14 живых обоев, 30 статических. Если перейти вниз, то у нас появляется кнопка «Другие обои». Я на нее нажимаю, и нас перекидывает в магазин Realme. Кстати, если на вашем Realme до сих пор нету магазина тем, на своем канале я уже много рассказывал об этом. Ссылку оставлю в описании, как установить магазин на Realme. Также все это подходит и на Oppo. Так вот, друзья, смотрите, я закрываю эти обои, устанавливаю наше обновление, снова иду в настройки, обои и стили, обои. К сожалению, здесь живые обои у нас не пополняются. А вот статических встает 50 штук, а не 30. Здесь появляются очень стильные, красивые и оригинальные обои от Realme. Теперь, если продвинуться еще вниз, у нас появляется вкладка «Обои из интернета». Как я понял, эти обои предлагаются нам от Realme, и они время от времени обновляются. Здесь также очень много стильных обоев. Также не забывайте, что здесь можно включать масштабирование. Включаю масштабирование обоев, применяю их.
Теперь, как вы могли заметить, при разблокировке смартфона они увеличиваются. К сожалению, на Realme 10 это обновление с обоями не подходит, если, конечно, на ваш Realme 10 уже не прилетела UI 4.0. Следующее обновление касается всегда включенного дисплея под номером 3070. Если зайти в настройки смартфона, приложения, управление приложениями, нажимаем три точки «Показать системные процессы». В поиске по-английски пишем AOD. Моя стандартная версия всегда включенного дисплея 3.055. У меня же, как я сказал ранее, появилось обновление 3.070. Давайте его установим. Обновление, сразу скажу, неоднозначное. Идем в настройки, обои и стили, всегда включенный дисплей. Здесь, друзья, от нашей старой версии всегда включенного дисплея пропадают некоторые пункты, но появляются новые. Например, цифровые часы. Также дополняются аналоговые часы. В старой версии некоторых из этих часов нет. В общем, друзья, на этом смартфоне с бета-версией работают все вот эти AMOLED-дисплеи. Но они также есть и в старой версии, из-за этого не стоит обновляться на эту. Но здесь добавляются вот такие стильные часы, и они без проблем работают на моей бетке. В старой версии таких часов не было. А вот аналоговые часы почему-то здесь на бетке не срабатывают, а на другом моем смартфоне Realme они работают, где Realme UI 4.0 полноценная версия. Конечно, на Realme 10 эту версию всегда включенного дисплея не нужно устанавливать, она там попросту будет глючить. В общем, по сути, эта версия глючит, но если вы хотите применить себе вот такие часы, можете это сделать. Просто для разнообразия. Ведь все эти обновления можно легко удалить, когда вы захотите. Для этого зайдите в настройки, приложения, управление приложениями, три точки, показать системные процессы, пишем в поиске AOD, это и есть всегда включенный дисплей, нажимаем три точки, удалить обновление. Если хотите удалить обновление моих файлов, пишем «Мои файлы». Также три точки «Удалить обновление». То же самое и с обоями. Но я, конечно же, рекомендую обновить вам мои файлы и обои. Эти обновления полноценны, и они хорошо устанавливаются на наши смартфоны. Ссылку на эти обновления я оставлю внизу в описании под роликом. Друзья, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Пишите свои вопросы в комментариях, постараюсь помочь. И как всегда, увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.